Вы только посмотрите на это логово змей. Их тут тысячи. И они буквально кишат на одном предметном стекле, переплетаясь в какой-то бесконечный шевелящийся клубок. Всем привет, друзья! У нас на канале будет не просто эксперимент, а настоящая проверка на выносливость. По вашим многочисленным просьбам, а я читаю каждый комментарий, мы сегодня испытаем в деле легендарный, супер пахучий и окутанный тайнами ветеринарный препарат АСД-2Ф. Справится ли эта загадочная жидкость с армией практически бессмертных круглых червей, или они в ней просто искупаются и поплывут дальше? Сегодня мы проверим 3 безумных теста, включая то, во что трудно поверить, бесконтактную газовую атаку. Устраивайтесь поудобней, заваривайте чай, мы включаем микроскоп на полную мощность. Если кто-то заглянул к нам впервые, привет, я Виктор, и вы на канале под микроскопом. Здесь мы занимаемся тем, что рассматриваем скрытый от обычных глаз мир. Мы проверяем все: аптечные препараты, тестируем народные рецепты из интернета, гоняем вредных микробов, смотрим на травяных клещей и даже охотимся на тех самых скрытых клещей Демодекс, которые, если вы не знали, очень любят селиться прямо на лице людей. Да-да, мир намного населеннее, чем кажется. Если вам близка такая тематика и вы любите качественные, честные эксперименты, прямо сейчас, не откладывая, поддержите канал, поставьте лайк, подпишитесь и обязательно бахните по колокольчику. Вам это секундное дело, а для меня это топливо, огромная мотивация искать для вас новых микроскопических монстров и делать видео еще круче. Ну а теперь к нашим сегодняшним гладиаторам. Друзья, прежде чем я наберу в пипетку этот препарат, важное объявление. Я не врач, я просто любопытный. Все, что происходит в этом видео, это любопытный опыт. Это не призыв к лечению, не руководство к действию и тем более не реклама. АСД-2Ф – препарат ветеринарный, и использовать его нужно с умом и только по назначению специалистов. Мы здесь просто смотрим реакцию микромира, а не занимаемся самолечением. Договорились? Теперь пару слов о нашем герое – АСД-2Ф. В народе его называют эликсиром Дорогого. Его создали в СССР, и долгое время он был засекречен. Почему его не знают во всем мире? Ну представьте лекарство, которое пахнет так, будто в старой бочке смешали тухлую рыбу, горелые копыта и пот марафонца. Западная фармация любит красивые таблетки, а тут суровая органика. Но говорят, что по силе воздействия ему нет равных. Вот сегодня и проверим, так ли он страшен для паразитов, как о нем пишут. Посмотрите на экран. Вы просили, я сделал. Я специально несколько дней разводил для этого видео огромную, просто бесчисленную толпу нематод. Это такие круглые черви. И гляньте, какая тут плотность населения. Они буквально путаются с друг другом, накладываются слоями, как макароны в кастрюле. Реально, вылитое логово змей в миниатюре. Прям красота, глаз не оторвать. Если приглядеться, тут у нас полный семейный подряд. Есть совсем крошечные малыши, которые только начали жизнь. Есть взрослые упитанные особи. А есть даже будущие мамочки. Я вижу огромное количество нематод с яйцами внутри. В природе эти червячки те еще терминаторы. Они губят урожаи, жрут корни растений и вообще плевать хотели на большинство обычных ядов. Защитная оболочка у них крепче, чем броня у танка. Начнем с жесткого теста. Капаем АСД-2Ф прямо в центр этой колонии. И, кстати, смотрите, кто тут у нас спрятался. Вместе с червями в каплю попалась личинка маленькой мошки. Вот она, шевелится, пытается понять, куда попала. Двойной тест получается. И смотрите, смотрите на реакцию. Мгновенно, прямо в ту же секунду черви начали сжиматься, как будто их ударило током. Они сворачиваются, как тугие скрученные резинки. Их привычные плавные движения ломаются. Они начинают заметно замедляться. Им явно не просто поплохело. Их буквально парализует на глазах. Давайте для верности добавим еще одну каплю, чтобы уж наверняка никто не ушел обиженным. И все,
Пошла окончательная реакция. Нематоды перестают извиваться, они начинают выпрямляться и останавливаться. Проходит минута, 2, 3. Всего за 5 минут препарат полностью в ноль обездвижил вообще всех нематод и ту самую личинку мошки. Посмотрите, они больше не змеи, теперь они лежат неподвижно, как сухие прямые веточки, а СД-2Ф вообще не оставила ни единого шанса. Первое очко в пользу препарата. Ну ладно, прямой удар в лоб – это было эффективно, но предсказуемо. Давайте усложним задачу. Теперь мы сделаем по-хитрому. Капнем препарат рядом с каплей воды, где живут нематоды. Сделаем так, чтобы АСД плавно ворвался в их гущу сбоку, через границу жидкостей. Внимание на экран. Смотрите очень внимательно. Капля препарата еще даже не коснулась воды с червями. Между ними есть зазор, но черви уже почувствовали его присутствие. Вы только гляньте на эту панику в микромире. Они начали сильно замедляться, а некоторые особи на краю вообще перестали двигаться. Фантастика! Препарат еще физически не перемешался с их средой, а они уже ловят шторм. А теперь смотрите, капли соприкоснулись, но еще не успели перемешаться. И на этой границе у червей начинаются какие-то дикие микроконвульсии. Их буквально трясет и выворачивает наизнанку. И самое поразительное, такое поведение началось по всей капле с нематодами. Даже у тех, кто сидит на самом дальнем безопасном краю. И вот только сейчас АСД-2Ф пробивает невидимый барьер. Капли полностью смешиваются. Те черви, которые оказались прямо в эпицентре препарата, замерли окончательно и бесповоротно. Те, что были подальше, продержались чуть дольше, но тоже затихли через пару минут. А теперь посмотрите на экран очень внимательно. Я сейчас максимально увеличу картинку. Вы видите яйца внутри этой нематоды. Это самый важный момент. Препарат действует как сильный яд даже на них. Буквально за 2 минуты эти яйца внутри тел прекращают любое внутреннее движение. Никакого шанса на возрождение популяции. 5 минут и снова полная победа над всей колонией. Препарат работает на все 100%. А теперь, друзья, держитесь за стулья. Если вы думали, что предыдущие тесты были крутыми, то сейчас будет самое невероятное и безумное. Я решил проверить, а нужен ли вообще контакт. Я капаю АСД на расстоянии целых 5 мм от капли с червями. Посмотрите на экран. Капли полностью изолированы друг от друга. Жидкости не смешиваются, между ними сухой барьер из стекла. Вода не перетекает, мостиков нету. По логике вещей черви должны жить, радоваться и даже не подозревать, что происходит рядом. Но что мы видим под микроскопом? Друзья, это просто шок. Черви все равно начинают замирать. Как, черт возьми, это вообще возможно? Жидкость не коснулась вообще воды, а реакция началась буквально сразу же, как только капля АСД оказалась на стекле. И опять же, паника пошла не только с того края, который ближе к препарату, а по всей капле с нематодами одновременно. Они абсолютно все почувствовали этот яд на расстоянии. Да, в таком бесконтактном бою наши нематоды продержались чуть дольше, но их хватило максимум на 20 минут. Даже без прямого контакта летучие испарения от АСД-2Ф проникли через воздух, растворились в капле воды и полностью их отравили. Это самая настоящая химическая газовая атака микромира. Представляете, какая там мощь и летучесть компонентов? Давайте теперь немного поразмышляем, почему же получился такой ошеломительный результат. Почему АСД-2Ф так жестко и разными методами расправился с нематодами, которые обычно выживают даже там, где другие гибнут. Если говорить совсем простыми словами, вся разгадка кроется в том, из чего и как делают этот препарат. Помните, я говорил про запах? Этот аромат тухлого мяса – ключ к разгадке. Его делают методом термической возгонки мяса костной муки. При огромной температуре органика расщепляется до самых основ.
В итоге получается мощнейший концентрат щелочных солей, аммиака и особых азотных соединений. Для микроорганизмов эта штука чистейший яд. Когда мы капаем препарат напрямую, щелочь мгновенно разъедает их защитную оболочку. Это как если бы на нас вылили чан с едким натром. Она нарушает баланс внутри клеток и просто коротит им нервную систему. Именно поэтому они вытягиваются в ниточку. Их мышцы просто парализуют в одном положении. А бесконтактный метод сработал из-за феноменальной летучести. Все эти едкие компоненты активно испаряются. Попадая в воздух над стеклом, они ищут влагу, находят нашу каплю с червями, растворяются в ней и мгновенно превращают чистую воду в токсичную среду. Черви буквально начинают дышать ядом. Вот вам и секретный ветеринарный эликсир в действии. Вот такой у нас сегодня получился захватывающий и, честно скажу, неожиданный по своей силе эксперимент. Микроскоп в очередной раз показал нам чистую правду. АСД-2Ф разнес армию нематод в пух и в прах тремя разными способами. От прямого удара до невидимой газовой атаки. Напишите в комментариях, удивил ли вас такой результат. Или вы с самого начала знали, что этим змеям не поздоровится против советской разработки. А также обязательно пишите, какие еще препараты, травы или, может быть, ваши домашние рецепты вы хотите увидеть в следующих выпусках. Я все читаю, и мы обязательно их проверим. Не забудьте подписаться на канал под микроскопом, чтобы не пропускать наши еженедельные битвы и обзоры скрытого мира. Поставьте лайк этому видео, вам это не трудно, а каналу это очень помогает расти и попадать в рекомендации. С вами был Виктор, берегите себя, мойте руки и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока!